Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня будет, наверное, большое видео, пока еще не знаю, но накопилось много разных новостей, которые я бы хотела вам сегодня рассказать. Очень давно я не снимала видео о своих делах вязальных, поэтому сегодня буду вам показывать, что я связала, что вяжу. Расскажу о своих небольших покупочках пряжи, но приятных, безусловно. И в конце видео я расскажу о своем питании. В последнее время мне много просьб поступает в комментариях на подобную тему. Я долго думала, стоит снимать вообще такого формата видео или нет, но так как просьб немало, я решила для всех вас вкратце на эту тему ответить, на этот вопрос. В самом начале видео я хочу поздравить всех рукодельниц с нашим праздником. На этой неделе, 16 ноября, был Всемирный день рукоделия, который посвящен и вязальщицам, и тем, кто шьет, вышивает, плетет. Поздравляю вас, желаю вам творческого вдохновения, времени на любимое хобби и исполнения желаний, которые относятся к вашему хобби. Также в начале видео я хочу всех желающих пригласить в совместный проект, который будет проводить Оксана Гуликова на своем канале. Проект будет называться «Зимняя сказка». Девочки, которых мотивируют подобные совместные проекты, которые любят повязать в компании на какую-то определенную тему, я вас приглашаю. В этом совместном проекте я буду спонсором. Условия очень комфортные. И, впрочем, я оставлю вам ссылку, пройдя по которой вы узнаете, Оксана рассказывает обо всех своих условиях. Они очень похожи на условия, которые были в моем совместном проекте. Времени на вязание много. И даже сейчас, до вступления в совместный проект, еще есть 2 недели, чтобы подумать, взвесить, выбрать пряжу. Поэтому я вас приглашаю. Проходите и смотрите. И участвуйте, те, кто хочет. Ну что ж, теперь давайте о вязании. Я пробую пряжу. Я думаю, как и любая рукодельница, вязальщица, мы любим вообще пряжу любую. Нас хлебом не корми, дай только там новые моточки пощупать. Я знакомлюсь вот с такой пряжей, решила познакомиться. Это пряжа австралийская от фирмы Атрика. Это толстушечка пряжа. Для меня, по крайней мере, я вообще очень редко вяжу из толстой пряжи. Я все-таки больше любитель пряжи потоньше. Эту пряжу я вязала спицами номер 5. Заказывала новые для себя спицы фирмы Прим. Хорошие спицы, легкие, с острым кончиком. Я люблю такие. Значит, здесь в составе 90% меринос, 10% овечья шерсть. В 100 граммах 130 метров. А цвет у этой пряжи неоднородный, он сине-фиолетовый. И вообще изначально я планировала связать себе теплый такой зимний джемпер. Но когда я попробовала эту пряжу на колкость, я поняла, что здесь колкость есть. Я не люблю колкость, мне не очень комфортно. Тем более, что джемперы я вяжу чаще всего и ношу их просто на белье. Поэтому я решила связать себе тунику. Я говорила об этом в своих видео. Тунику под водолазку, под лосины, чтобы именно в выходные дни надел, поехал, и тепло, и хорошо. И тунику я связала. Получилось вообще, когда я примеряла, получилось, знаете, как туника-сарафан, я бы сказала. Потому что после стирки изделия немножечко, оно вообще, когда ты вяжешь, оно такое вот все сгруженное. Но после стирки полотно выравнивается. Здесь вообще очень хорошая лицевая гладь, все ровненько. И она, конечно, я думала, что она будет короче, эта туника, но она чуть подлиннее.
И меня также спрашивали, не планирую ли я связать сарафан. Так вот, эта модель вполне под сарафан сойдет. Ну, чуть-чуть вот подлиннее, возможно, длину, и, в принципе, будет очень комфортно. Сзади по спинке у меня вот такой вот узор. Это 2 жгута, и между ними дорожки из 2 лицевых. Ну и дальше лицевая гладь. Мне не захотелось просто лицевой гладью вязать, тем более, что пряжа такая толстенькая. А по передней части в обрамлении жгутов вот такой вот аран интересный, ромбы с изнаночными такими дорожками. Пряжа во время вязания, она так красиво переливалась. И вот, конечно, сейчас я вижу, что на камеру это не особо видно, но тут такой красивый синий-фиолетовый цвет получился. Я еще мучилась с горловиной. Мне сначала хотелось рулик. Сделала двойной рулик. Очень тут объемно. Нет. И когда я уже вот рукава обвязала, я поняла, что здесь, ну, как бы и мудрить ничего не надо, просто обвязать так же, как и рукава, и низ. У меня здесь резинка 2 на 2. Ну вот, на следующей неделе я планирую вам показать более подробно эту модель, и на нее будет мастер-класс. У меня было 6 моточков. Я вообще изначально, когда стала вязать, думала, может быть, даже тунику с длинным рукавом сделать, но мне бы не хватило. У меня остался вот 1 моток. 5 мотков у меня ушло на это изделие. Вяжется, конечно, быстро. Толстая пряжа. Многие, да, вот за что любят толстую пряжу, потому что раз-два и изделие готово. Вот, но как бы я для себя, я вообще просто люблю пробовать разную пряжу. Поэтому я попробовала и для себя, конечно же, сделала выводы. Так, дочка меня просила связать носки именно вот из этой пряжи такого цвета. Она еще, конечно, хочет и другого цвета. Это пряжа Alize Wool Time. Я себе вязала следочки, а ей связала простые, абсолютно простые носки. Без всяких узоров. Это носки просто ходить дома. Вот такая вот пара у меня носков. Следующая пряжа, с которой я также знакомлюсь, и я ее заказала для знакомства, это пряжа овечья шерсть от Атрика. Здесь 50% овечья шерсть, 50% акрил. В 100 граммах 120 метров. Вот такие интересные удлиненные моточки. Пряжа мягкая, шелковистая. Я просто хотела попробовать, что за полушерсть, потому что мы с вами многие знакомы с полушерстью от Alize, например, от Ернард. И мне просто хотелось для себя сравнить, посмотреть, что это за пряжа. Цвет очень такой, знаете, интересный. У меня на носителе он был немножко другой, такой интересный, розовый. Да, я даже не могу передать этот цвет. Но в последнее время он мне, кстати, очень часто встречается. Я решила связать себе комплект. Я сначала хотела связать себе снуд и шапку. Но вот из всех вещей, которые на шею, снуд, шарф или косынка, мне больше всего нравится косынка. Я решила связать не снуд, а косынку, потому что это все-таки зимняя, а может быть это полукосынка, я даже не знаю, потому что это все-таки зимнее изделие, и я решила, что не стирала еще, что очень будет тепло, вот так вот все будет закрыто. Никаких здесь на косынку я не стала брать сложных узоров, это ни к чему, просто платочная вязка. И вот с угла я вязала, потом сначала прибавляла в определенном ритме, потом убавляла. И вот так, чтобы у меня, нужно мне было в этот раз, чтобы она была вот эта вот часть не особо длинная. А вот шапка у меня будет с аранами, такими интересными аранами. Так вот, смотрите. Я уже подошла
как бы к макушке, я хочу эту шапку с помпоном. И, скорее всего, она будет двойная. Но вторую часть подклад я вот здесь бортик свяжу небольшой из этой пряжи. Свяжу, ну, буквально, может быть, сантиметра 2, а потом перейду на пряжу потоньше подклад, чтобы шапка была не особо тяжелая. Ну, у меня вообще как бы есть такая идея побольше головных уборов себе навязать в разных цветах, потому что зима долгая, хочется себя каким-то образом украшать. И почему бы не связать себе много разных комплектов, ходить и радоваться. Следующий процесс, который я, знаете, начала как бы спонтанно, но он мне не давал покоя. Я как-то показывала, что было у меня в планах связать оверсайз, но теплого формата. И у меня для этого была пряжа. Это пряжа люксовая, мохер гребенной. Вот эти все время два слова, картный гребенной. Гребенной, значит, такой цвет темно-голубой. И к нему я покупала пайетки. А вообще подошли один в один в цвет. Я связала, но мне абсолютно не понравилось. Но вот лежит у меня эта пряжа, я ее специально далеко от себя не убирала. Я хотела связать, мне очень хотелось нарядный джемпер. И я решила, что я свяжу себе нарядный джемпер, укороченный. Спинку я себе связала. Вот так вот. Здесь высокая резинка. Вот по передней части я хочу сделать запах. Что-то мне так захотелось. И он будет действительно такой нарядный. Посмотрите, как красиво переливаются пайетки. А я этот джемпер примеряла по своему розовому джемперу, который связан крючком. Мне нужна была длина, ну вот талия, да, вот до косточек. И я примеряла как раз по этому изделию, вымеряла все и вязала длину именно так. Ну и после стирки, ну вообще вывязывается отлично, просто отлично. Вяжу и наслаждаюсь. Вяжу вечером, блеск пайеток меня просто пленяет. Очень нравится. Здесь у меня уже передняя часть, не буду доставать, потому что у меня здесь на 2 спицах. Процесс мне нравится, вяжу в удовольствие. И буду вязать, и, конечно же, все вам покажу. Ну, а сейчас расскажу вам о покупках своих. Как-то на канале у Оксаны Гуляковой в очередную ее поставку пряжи Оксана знакомила нас с новинкой от Пихорки, которая называется «Волшебное детство». Я вообще даже никогда не слышала такого названия. И честно вам скажу, ну, пряжу Пихорку я не особо, так скажем, люблю. У меня вот есть любимчик у Пихорки жемчужная пряжа. Вот она мне очень нравится. А как-то я вязала зимней пряжи, что-то мне совсем не понравилось. Я как-то больше в ту сторону не смотрела. Тем более, что рынок турецкой пряжи был более разнообразный. Ну, а тут Оксана показывает, так вкусно рассказывает. Посмотрев этот ролик, я сразу же отправилась в ее магазин посмотреть, что это за пряжа. И решила себе заказать на крючковый процесс. Хочу повязать крючком. Очень давно я не вязала. И мне хочется связать себе какой-то джемпер именно крючком. Заказала я себе вот такой цвет, нежный мятный. Вот так выглядит этикетка. Здесь в составе 100% меринос. Так я взяла заклеенное что-то здесь. В 50 граммах 220 метров. Да, 100% мериносовая шерсть. Цвет 411 мята. Но так как эта серия все-таки детское волшебное детство, то и цвета такие, знаете, больше пастельные, приглушенные.
Хотя и палитра не особо большая, пока еще на данный момент, но выбрать можно для себя что-то. Действительно, пряжа очень мягкая. По составу, что здесь меринос, как бы сомнений нет. И я хочу себе какое-то вот такое тоненькое крючковое изделие. Да, ниточка действительно тонкая. Если с спицами, то в 2 ниточки. Вот я бы лично стала вязать, в одну я бы не стала бы вязать, но это совсем. Заказала себе 7 моточков. Сейчас я присматриваю модель. Это, конечно, вообще это изумительно. Мягкая, волшебная. Также я себе заказала 2 моточка пряжи Alize Wool Time. Для чего? В таком цвете. У меня есть юбка малинового цвета. И мне хочется связать наверх еще одно изделие. Вообще как бы хочу связать в технике жаккард. Снизу кокетка жаккардовая. И думала, возьму Wool Time. У меня есть белый Wool Time. И вот из этого попробую связать. Но этот цвет Wool Time, он такой, знаете, приглушенный, припыленный. Даже близко не стоит к моему цвету. И я решила, что все-таки надо брать ту пряжу, которая у меня есть остаток. А там, который остаток остался, там полмотка, меньше, наверное, даже, мне не хватит. Это только какую-то там полоску или, например, поясок. И все. И надо пойти в магазин и что-то подобрать. Может быть, даже 100 граммов хватит. Ну, не знаю. Заказала себе 2 мотка. Я никогда не расстраиваюсь, потому что эта пряжа хорошая, действительно. И у нас всегда есть применение. Мы всегда найдем, куда применить пряжу. Также я себе заказала вот такую вот пряжу. Опять же, с пайетками. Это цвет Тиффани. Почему заказала? Хочу себе вязать платье. Да, вот у меня такая пряжа. 100% меринос, и на сайте цвет назывался холодный голубой. Здесь такой интересный цвет. Я не могу даже как вот, ну очень интересный какой-то голубой. Я заказала голубые пайетки, но там очень такой цвет бледный. Нет, думаю, очень будет выделяться. Заказала вот этот, тоже совсем не то. И вот я вяжу сейчас свой нарядный джемпер, который. И здесь цвет джинсовый. И вот этот вот цвет я попробовала уже, соединила. И вот этот цвет, он больше всех подошел. Так, теперь ниточку не найдешь. Надо все-таки снять этикетку. Так, сейчас я вам покажу. Вот если взять несколько нитей и вот эту одну добавить. Вот. Вот здесь уже, да, оно не навязчивое, да, будет какой-то такой меланж эффект, будет, но он будет небольшой. Причем меринос, после того, как ВТО, я знаю, что этот меринос очень хорошо раскрывается в полотне, уже потом, впоследствии, эта ниточка, которая вот одна хлопковая с пайетками, она не будет никак выделяться. Вообще, почему как бы, да, пайетки? Может быть, бы и, ну, и вязать себе платье только из этого. Но я говорила, что это платье я хочу связать нарядным на корпоратив на Новый год. Возможно, я не знаю, будет это или нет. И у меня в семье планируется свадьба зимой. Мой племянник женится. Все-таки это зима. И нужно будет вот именно платье, которое, ну, потеплее. Поэтому я и выбрала эту пряжу. Также заказала себе маленькие приятности. Это вот такие вот маркеры. Они вот в таком красивом пакетике, сумочке. Это ручная работа. Очень люблю бабочек. Вот здесь такие бабочки и бусинки. Подходят они, ну, как в описании написано, до спиц 8. Я, конечно, такими не вяжу и не планирую. На 4-4,5 вообще прекрасно заходят. У меня есть уже красивые маркеры. Мне также их дарили.
А эти я решила порадовать себя и такие вот мелочи, приятности. Но для нас это очень важно, для рукодельниц. Я вешаю маркеры, у меня их есть еще маркеры на леске, но вот на колечках мне нравится больше всего. И когда я вяжу, узор выделяю, что я, конечно, предпочитаю вешать красивые маркеры, нежели чем маркеры пластмассовые. Так, все о покупочках вам рассказала. О своих вязальных новостях тоже рассказала. Ну и сейчас я вам расскажу для тех, кому интересно. Те, кому это не интересно, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Надеюсь, что мы с вами прощаемся совсем ненадолго. Ну а тем, кому интересно послушать о моем питании, кто меня спрашивал, я сегодня вам отвечу. Так как было много вопросов о моем питании, я немножко вам расскажу. Ну, вначале, наверное, стоит сказать, сколько мне лет. Мне 43 года. И все, что связано с моим питанием, это мои наблюдения, особенно за последние 3 года. Больше всего мои наблюдения складывались во время соблюдения Великого Поста. Именно на протяжении последних 3 лет я соблюдаю пост. И вот в этот период я наблюдала, как меняется вообще внешний вид и как я себя чувствую. Чистая кожа, легкость. И многие говорят: зачем ты постишься? Тебе не надо худеть. Я все время всем объясняю, пост это не диета. И я пощусь не для того, чтобы мне похудеть. Мне это не нужно. На диетах я никогда не сидела вообще в своей жизни и не сижу, и надеюсь, что мне это не потребуется. Просто мало-мальски я стараюсь правильно питаться. Очень многие люди, когда слышат слово «правильное питание», у них как-то сразу фу. Но есть сейчас огромное количество рецептов в бесплатном формате, видеоформате, очень вкусных. Вот я лично сама опробовала немало рецептов и на своих домашних, которые вообще не соблюдали вместе со мной пост, так скажем, да, и не постились. Я себе готовила отдельно. Но когда пробовали то, что я готовила, все соглашались, что это действительно вкусно. Поэтому рецепты можно найти те, которые вам подойдут. И они будут прекрасные, вкусные, поверьте мне. Следующий момент. Есть продукты, которые я давно исключила из своего рациона. Да, некоторые даже очень много лет назад. Но первое — это колбаса. Я не ем колбасу вообще ни в каком виде. Ни в каком. Продукты, например, как вот макаронные изделия. Я сама лично макароны ем очень редко. Ну, просто я это не особо люблю. Вот, например, мой муж и моя дочь – это 2 макаронника, я их называю. Можно каждый день готовить макароны, никогда не прогадаешь. И всегда это очень хорошо заходит. Я нет, я ем очень-очень редко. Ну, просто потому, что я, наверное, это не особо люблю. Следующее – жареное. Еще будучи студенткой, я никогда не покупала себе жареные пироги, дабы не испортить себе желудок. Как известно, многие студенты, когда начинается студенческая жизнь, вот эти перехваты, перекусы, потом начинается гастрит и все такое подобное. Конечно, меня это слово очень пугало, и никому не хочется иметь такое заболевание, поэтому это я исключила. И вообще больше всего я, если готовлю еду, это тушеное либо запеченное. Причем второе даже больше приемлемо в нашей семье. Следующий момент – это сахар. Ну и все, наверное, сладкое, что с этим связано. Уже больше полугода, наверное, месяцев 10, я не употребляю белый сахар. Вообще не употребляю. Значит, если мне хочется, да, чай там или кофе даже чаще без сахара стала употреблять, если добавляю сливки. Либо
есть заменитель сахара, но натуральный, не стевия, эритрит. Я пользуюсь эритритом. Мне больше он нравится. Стевию я даже не рассматривала для себя. Я не ем конфеты горстями и вообще, то есть как бы я сладкая, стараюсь минимально. Если мне хочется действительно там чай попить, да, но мы же все это дело любим, попить чай. Есть очень много продуктов, которые прекрасно заменяют конфеты. Какие-то сухофрукты, полезные конфеты. Пожалуйста, введите полезные сладости, вам выйдет огромное количество. Но я сама по себе не сладкоежка с детства. Меня как бы конфеты никогда не прельщали. Больше пироженки и тортики. И поэтому я сладкого вообще практически не ем. Ну, очень вообще, это крайне редко. Да, бывает такое, что с кем-то мы встречаемся, например, идем в кафе, я же не буду сидеть с пустой чашкой, да, я могу съесть кусок торта, но это может быть раз в полгода. Крайне и крайне редко. Белый сахар вообще нет. И я стала замечать, почему я сама лично отказалась от белого сахара, именно по той же причине, что я стала замечать, вот поешь там сладкого побольше, сразу же высыпается сыпь на лице, прыщики. Ну и поэтому я для себя решила, что этот продукт нужно минимизировать. Ну и, конечно же, в плане питания это больше овощей, рис, овощи, чечевицу. Допустим, я люблю, хотя мои домашние последние это вообще особо не оценивают. Но, тем не менее, я вообще больше люблю овощи тушеные, как в качестве гарнира, с рисом иногда. Мне это нравится. Мясо, рыба, это все тоже в моем рационе есть. Больше мяса индейки. Как-то вообще в последнее время, наверное, года 3 перестали покупать магазинную курицу. Ну, совсем как-то вкус перестал устраивать. Стараемся находить курицу у фермеров покупать. Ну, у них, конечно, закупка большая, ну, по крайней мере, где я покупаю, но зато хватает надолго. А так индейка чаще всего, баранина, говядина. Свинина тоже редко. Чаще всего, если вот покупаем на фарш, да, то делаю из 3 видов мяса. Свинина, говядина, например, и куриная грудка. Вот в плане питания в целом вот это то, что я вам хотела сказать. Но и сама порция, которую я употребляю, это небольшая порция еды. Я сама себя отношу к людям, которые, ну, не так много кушают. Потому что бывают такие моменты, когда нас приглашают в гости, например, на обед, и бывает первое, второе, третье, еще и компот с пирогом. Для меня эта цепочка просто чересчур. Вот салаты первые, мне было бы этого достаточно. Либо, допустим, первое и второе, и этого было бы достаточно. Поэтому, кроме этого, конечно же, должны быть какие-то минимальные физические нагрузки. Я для себя нашла самый оптимальный выход – это ходьба. Ходьба ежедневная, хотя бы даже полчаса, это уже хорошо. Больше никаких каких-то экстраординарных вещей, супер каких-то вещей я не делаю. Знаете, наверное, здесь самое главное – это чувство воли своей. Мы же сами по своей натуре люди очень ленивые. Нам легче выпить таблетку, чем принудить себя что-либо сделать. Но очень многое зависит от нас самих. Да, поставить себе какую-то цель и следовать этому изо дня в день. Не только, например, да, я начну с понедельника, и вот я там неделю, все. Но, как правило, как только мы видим какой-то результат, через какое-то время мы бросаем.
и не доводим дело до конца. Здесь самое главное — система во всем, абсолютно во всем. Самое главное, что я хочу вам сказать, что я никого абсолютно ни к чему не призываю, потому что это дело, сугубо дело лично каждого человека. Кто-то просто сам по себе ничего не хочет делать. Кому-то действительно интересно, но он не знает как начать, например. Поэтому здесь каждый человек абсолютно решает для себя сам. Мне этот вопрос был интересен. Очень много разных видео есть, замечательные врачи, просто люди, которые рассказывают действительно о том, как можно самим себе помочь. Без каких-либо, знаете, вмешательств или больших вливаний денег. Поэтому я надеюсь, что я ответила на вопрос, кого это интересовало. Благодарю всех вас за внимание, но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.